Канал «Отдых на рыбалке». Друзья, приветствую вас. Вот наступил второй день нашего весьегонского приключения. Кому интересно, что было в первом дне, а он был очень насыщенный, посмотрите первую серию. Я ссылочку, может, в описании оставлю. Ох, добирались мы сюда 12 часов вчера. Где-то так примерно, в общем, целый день. Говорим, пополам добрались, это в двух словах. Покушали, поужинали, выспались. Погодка шикарная, солнышко. Ну, сейчас, значит, по плану сбор снастей, лодок. И уже поплывем осваивать окрестности. Может быть, что-нибудь половим. Попробуем для начала на спиннинг поискать кушка, судачка, может быть. Так что на сегодня планов опять же таки много. Целый день будем заниматься и делами. И уже будем рыбку ловить. Ой, как здесь замечательно все-таки. Все-таки на природе. Отлично. Весьегонск, конечно, радует. О, Славка уже идет. С удочкой половил, попытался. Правда, ничего не поймал. Идет лодку качать. Такую лодочку сейчас покажем, что за лодочка. Достаем. Вот, лодочка накачивается. Кстати, у гидры, лодка гидра, смотрите, какой коврик прикольный. Сейчас будет накачаем, когда все соберем, я покажу, что к чему. Ага. Вот такой классный коврик. Сюда кладется. Опа. Опа. Блин, я нажал на эту. Да ладно. 5 качков. Вот такой коврик шел в комплекте. А смотри, чтобы дырочка совпала. Вроде нормально там, да? И огонь вообще. И можно ходить там, крючки класть. Он толстый. Тяжелый, правда. Ну и вообще комплектация. Мы ее покупали бэушную. Гидра. Я уж не знаю, как она идет в комплекте. Но нам досталось вот в таком. С ковриком. Потом вот такая сумка. А такая вот сидушка модная. Толстая вообще. Я не знаю, сколько здесь сантиметров. 4-5, наверное. Такого плотного какого-то материала. Сумка ПВХ-шная. ПВХ-шная сумка вообще классная. Не то, что конверты какие-то тряпочные. На старой у меня лодке было. Сумка ПВХ-шная также пристегивается к банке. Вот как-то так. Лодка гидра. НДНД 330. Единственный нюанс, вот здесь вот табличечка маленечко отклеилась. А так огонь. Ну и двигатель. Тахатсу 9.8. Так, ну что, докачиваем. Ну вот, насосиком поднабили. Осталось, электрическим поднабили, осталось ножным. Ну что, лодочка собрана. Осталось повесить бак, грушу прицепить и спиннинги собрать. Фух. Славка привязывает мне поводочек. Славкин спиннинг уже собран. Мой тоже на грани, да, новый спиннинг. Который подарил Славкин. Дима Круг. Вот смотри, сейчас вот обмотаешь, покажу.
подклеил туда-сюда, собрал, Погоди. ход промазал, все, Что это? пропечил, помыл, постирал. Ну, такой нормальный. У дяди Паши был мопед Рига 13 на тот момент. Ну, как бы, он не скоростной, но он самый продвинутый. Он говорит, мне, блядь, таскать куда? на 8 этаж. Вот смотри, сейчас в эту петельку, да, вот сюда. Поверил, И вот этот кончик обратно вот в эту петельку. Так? Ага. Вот так. Теперь смачивай. Смачивай, смачивай. И затягивай. Вот, вот так вот. Вот. Славка научился двойной клинч вязать. 5 секунд. Так что все. Осталось закинуть снасти в лодку. Вперед. Видел, кружки стоят? О, смотри, сколько. Приплыли со Славкой на первое место. Покидать в забросик. Сейчас тут. Синюю коробку. А там просто отдельные воблеры есть. Так, ты что ставишь? Я Градигац. Славка Градигац. Ну а я, наверное, вертушечку попробую. Первая у нас, первая рыбка. О, судачок. Судачок. Огонь. Судачок. На новый воблер. Да, новый воблер, кстати, Цуёки. Че, отпустим, наверное, да? Маленький или съедобный? Съедобный вроде, нет? Давай такой возьмем его, наверное. О, нет, съедобный. Съедобный. Держи. Съедобный. Съедобный судачочек. Опаньки. Отлично. Так. За все три, пап. Похоже, промахнулся. Ладно, будем мы его отцеплять и навешивать. Ну, начало положено. Прикольно. Неплохо. Дай 5-то. Живца, короче. Что-то там у нас еще попалось. Ну, как у нас. Че, еще Вам? раз судачок? Судачок. Щуренок. А, щурёк? Щуренок. Щуренок. Это маленький. Ну, давай, Что-то вот отпускайся. Вот как ты его отпускать? струнить. Так. Так, ну этого мы отпустим. Но это совсем маленький. Давай. Плыви. Расти. Мамку зови. С папкой. А лучше бабушку с дедушкой. Мы вообще не откажемся нисколько. По адресу Спиннинг Максимус. Спиннинг Максимус. Хитрый какой. Что-то, на удивление, у Славки ничего. Чё ты, блин, по-живому вообще? Обычно у нас брек рулит-то. А сегодня он что-то только печенюшки трескает. Ну ладно, в принципе, мы с ним выплыли. Во сколько мы с тобой выплыли? Наверное, часов 11 уже было. То есть мы выплыли-то уже далеко не в рыбное время. Мы уж разведали. В принципе, воды достаточно. Рыбка вроде как есть. Так что в следующий раз утро, вечер. Что-то, короче, со Славкой по большой воде поездили. Так, поймали судачка и щучку. Что-то больше поклевок нету. Сейчас попробуем в маленькую то ли речку, то ли что-то зайти.
стоят, Слав. О, смотри, колено. Да, какой-то поленка. Плавающая вообще. Хотим попробовать здесь половить. О, В затяжке. тёпленько. Фу, да, здесь хоть ветра нет, хоть согреться, а то мы что-то там замерзли. О, тёпленько. Ну давай местных щук попробуем. Классная тут. То ли речка, то ли не знаем, что это такое. Ну он так дальше уходит, но туда не пройти, там все заросшее. Первая рыба какая-то. Что, соскочила что ли? Нет, сидит. Окунь. О, кушочек. Хе-хе. Маленький. Ну и вообще. Ну и лови. Ну, пожалуйста. Здесь что-то меленький окушочек. А этого тоже отпустим. Меленький, да? Засадился за 3 крючка, елки-палки. А, нифига себе здесь. Хата. Ну, под нами сколько. Как тебя отцепить-то, родной? Надо так, как так-то вообще? О, смотри. Ого. То ли щучка, то ли окунь. Елки-палки. Как его отцепить, Слав? Я знаю, или что. Все 3 крючка, ну кошмар вообще. Ну ты жаден, друган. Хорошо клевает. Хорошо клюет. Ну ты жаден, брат. Оп. Давай, плыви. Ну ладно. Ну я уже все поймал. Судачка поймал. Щучку поймал, окунь поймал. Вот и Славка. Тин-тин. Славка поймал. Это легенда всех щук. Славка обновился. Конечно, супер-пупер. Давайте, где бабушки с дедушками? Вот еще смотрите. О, кто там? О, девчонки тут уже лисичек настригли. Белый был прям такой красивый. 2 подберезовика. Ну, то, что... Прикольно. Уже костерчик разожгли. Сейчас шашлычочек забодяжим. Вот А. коньячочек. А где щука-то? Вы стали стоять под миской. А ну-ка, тетя. Оп, Лариска, щучку. О, хорошая, съедобная. Так что сегодня уха будет. Щучка, судачок. Там кушки. Сейчас дядя Леша, может, что-то привезет еще. Небольшая такая, прям увесистая. Красота. Вообще погода огонь. Классно. Ой, еще бы теперь кашку бы сварить и фидер замутить. Небольшой лайфхак, друзья. Когда машина не очень большая, а загрузить надо очень много, не знаю, может быть все знают, смотрите, сколько влезает просто тупо под сиденье. Это прикормка. 2,5 килограмма.
Я ничего не ищу, достаю. Почему ищу? Вот как-то так. 3 килограмма прикормки. Раз, два, 3, 4 килограмма пшена, 4 пачки геркулеса. И это еще не все. Туда можно было еще и там с другой стороны надо доставать. Вот как-то так. Берите на вооружение, кто, соответственно, так не делал. Под моим сиденьем, под водительским, то же самое. Ну, там что-то другое, но смысл тот же. И когда еще один прикол, когда загружаетесь, то есть лодку там положили, самое крупное, да, там мотор, с магазина выносите продукты. Как правило, это что-то мелкое, там хлеб, ну там тушенка, консервы и так далее. Вот. Старайтесь это не класть прям мешками, упаковками. Вот. Нет, Лех, ничего не по партиям. А берете просто, выкладываете все из этих пакетов и прям отдельными банками, пачками, батонами, там, не знаю, бутылками все раскладываете между крупных вещей. То есть, если вы положите кулек, там, я не знаю, там, вот, ну, вот этих каш, допустим, сложите их в пакет, и положите, он просто займет у вас круглый такой будет. И вокруг останется много пустого места. А если эти каши вот распихать между большими какими-то вещами, между лодками, с боков от лодок, то они растворятся просто в багажнике. А если еще и вещи также прокладывать, то есть, ну, там, те же куртки, когда их сворачиваешь и кладешь там, не знаю, ну, в пакет, в сумку, получается, опять же таки, такое что-то дутое, вот, которое занимает такой, ну, непонятный объем. Вот. И везде остаются ниши. Снизу, сверху, там, с боков. И вот в эти ниши как раз изумительно влезает вот всякая такая мелочь. И заполняет собой это пространство. Вот реально я таким способом, вот мы сюда, когда собирались, таким способом распихал, ой, пакетов, наверное, 5. Ну, 2 пакета влезло под сиденье, под переднее, под мое и под пассажирское. И 3 пакета, полные 3 пакета, вот я вот так вот в багажник распихал между вещами. Так что берите на вооружение. А я пошел варить себе прикормочку. Сейчас возьмем себе пшена пачечку, геркулесика и кукурузки. Все, погнали варить. И может быть на фидер еще сегодня получится ловить. Ну, не вечером, так ночью. У нас тут заготовка дров происходит. Грэмыч очень хочет помогать, но никак. Жалуйся. Давай жалуйся. Какое оно толстое. Жалуйся. Нифига ты его двигаешь, катаешь. Давай жалуйся. Жалуйся, родной. Жалуйся. Давай жалуйся. Толстая зараза. Никак. Давай жалуйся на него. Что такое? Че? Жалуйся. Давай жалуйся. Он тебе помогает или мешает, я не поняла. Видимо, хочет помочь. Ни хрена себе перевернул. Ты давай жалуйся. Что такое? Что такое? Не поддается. Давай жалуйся. Давай, что оно такое? Что оно такое? Давай жалуйся на него. Жалуйся, толстый, не поддается. Оно давай, вот такое оно. Давай, жалуйся на него. Все, устал. Жалуйся. Все, Ладно, несите, ревноты. Издеваются над собакой, да? Он зимой так с поленом, он катал его, ну потоньше было, он его по этой катал, блин, как его зовут? Ну, пусть катит. В общем, уже день. Каждый занимается своим делом. Мы, значит, с мамой пошли за дровами и нашли старого друга, которого мы сделали еще в прошлом году. Вот такого вот пня. Его зовут Веня.
Не, он из сказал. Вот. Спасибо добрым людям, которые его сохранили. Съели его. Да. Вот мы ему делаем модную сейчас прическу. Вот. И, в принципе, он уже будет готов к приезду наших гостей. Он будет их встречать. Вот. Как-то так. Конечно, это было немного неожиданно. Вот. Но это, конечно, забавно. В общем, выбрались мы в лес, на другую сторону. Мы ходим, гуляем тут. Брусничка висит. Костянику? Прыгни. Ну, сбрось несколько ягод. Вдруг На больше. компот? Да. Костяника вот у нас растет. Вот мы собираем ее. О, да. Она Вино будем сейчас ставить. хочет. Я думала, чай опять. Можно так вот, это чтобы Костяничный чай. костяничный чай. В общем, будем ходить гулять, искать грибы, ягоды. Вот. А я буду все это снимать. Да. В общем, ходили мы по лесу, нашли лисички. Такие вот большие, прям в бору. Такой вот бор. Красиво. В общем, будем собирать. Что это такое там? Да, В мху они, смотри, все в мху. похоже Вон очень там, на и вон лисички. там, и вон там они вообще В везде общем, будем растут, собирать, дойдем до мыса. Оттуда будет, наверное, следующая съемка, если мы не увидим белый какие-нибудь или что-нибудь еще. Брусники в этом году очень много. Черники Я тоже. говорю, и тут, и Вот. там, и вот здесь. Поэтому будем собирать. Продолжаем гулять по лесу. У нас тут просто дофига лисичек. Вот раз, тут еще, там еще есть. И это все только одна полянка. Тут таких очень много. Вот там еще есть. В общем, я думаю, Ты фоткаешь. под конец прогулки у нас будет полный пакет лисичек. Лёшка вернулся. Я больше распутался. У меня там 2 раза ЧП произошло. О, ничего себе, уха-то будет вообще хорошая, да? Покажи. На память. И потому на память обо мне возьми вот эту скромную рыбу. О, ну и отлично. Как раз в аккурат для ухи. Ну, ништяк, каждый экипаж что-то помаленечку поймал. И... Так, уха у нас вечером будет. Классно. Грэмыч. Ты вчера решетку не видел, никуда не перекладывал. Это наш защитник, охранник. Никого не подпускает в лагерь. Так-то он добрый, но громкий. Красота, шашлычок. Шашлычок, машлычок. Ай. Шашлычок, машлычок. А где у нас же есть где-то, да, это написано шашлык-машлык называется. Да, где-то мы видели. Шашлычок, красота. Там картошечка уже поспела. Ай. Что-то так прям кушать хочется. Вот тут у нас обедик. Залезайте. Да. Чтобы я сразу разобрала. Залезайте. Ну что, никто не хочет, что ли? Залезай в это. Ой, ой, шашлычок, салатик, красота, картошечка, чаек. Ой, чаек это вообще, чаек вообще огонь. А тут вторая порция шашлычка уже готовится. Брусничного давайте чайку-то. Тебе не прифигачится. Какой? В этот раз черничный чаек. У нас, на каждый день свой чаек. Да. Ой, приятного нам аппетиту. Пойдемте мы кушать. По поводу, как
как варить пшено. Вот я делаю вот так. Вот отмеряете. Одна чашка. Вторая чашка. Третья. Ну вот с пакета получается 4 чашки. 4 чашки насыпали и раз, два, 3 и ровно 4 кружки воды. Ну можно чуть-чуть, вот буквально вот так вот на донышке, на выкипание. Залили. Все это ставим на огонь. Закипает вода. Мешаем. Буквально проходит минут 5-7, наверное. Вода вся выкипает. И начинает бурлить кашка. Вот. Мешаем. Минуту 1-2 где-то варим. Газ выключаем, накрываем крышкой, и пусть она стоит минут 10-15. Она получится такая чуть-чуть буквально недоваренная и очень рассыпчатая. Все. Оптимально для фидера, там, я не знаю, для донок. Прям огонь. Ну, можно добавить там, если жарко, можно добавить соли. Если там сладости надо добавить, можно сахара добавить, подсолнечного масла ложечку, она будет более такая как бы рассыпчатая. Это уже дело по вкусу. Ну, в принципе, ничего сложного. Самая простая добавка к прикормке. И в наших краях, по крайней мере, самая действующая. Так что погнали варить. Ох. Закинули фидеры. Кто-то уху уже готовит. Начинает. Вот, заснимите процесс приготовления-то нашей вкусной ухи. Может, кому-то будет интересно. Главное, много-много рыбы. Да. Тетя Лариса у нас за правый фидер ответственная. Я за левый. Уже 2 плотвички поймали. Где-то там плавают. Не видно. Ну, пожарить нам тоже что-то хочется. Правильно? На фидер будем налавливать на жареху. А у нас тут лорик тянет. Что-то неплохое, похоже. Поклевка была похожа на подлещика. О, аккуратней, не торопись. Не торопись, не торопись. Вот. Вот такое нам уже. Вот такое нам уже. Уже можно и на жареху. Вот. Да, что-то там. Тихо, тихо, тихо. Он тебе говорит, отпусти меня. При желании. Ух ты, блин, прицепился-то как. Да. Что-то. Опа. Ну во. Покрупнее пошло. Только что синец попался. Маленький. На ближнюю. Я думаю, если мы сейчас каждый по кусочку жареного судака попробуем, наверное, нам это будет радостно, да? Да. Так, О, девчонки начинают уху да? варить. По кусочку. Расскажите рецептчик-то людям. Сначала берешь удочку. Ну, в данном случае спиннинг. Спиннинг.
Потому рано что, ну- утром выплываешь, ну или не рано утром, и ловишь щуку. Потом Хищников, идем- в общем. Хищников, да. Окунь и щука в данном случае. Здесь 2 щучки и сколько-то там окуней. И голова судака. И голова судака. Вот самое главное, без головы судака даже не начинайте вообще, Вообще, ничего делать. даже вообще никак. Да. Потом вот там заготовка, значит, крупно порезанная картошка, целый лук, крупно порезанная морковь. Мы так делаем. Слоями выкладывается рыба, потом вся вот та нарезка заливается водой и ставится на костер. Продолжение следует. Окей. Возьми ты этот нож Ничего что не мешать, да. из этого-то, из Я набора, взяла без пилу-то. набора. А пила где? Нет, не пила. Я Вот. пока не пила. Ну, пилу-то возьми да порежь. Что ты ножи сейчас затупишь просто. И все. Специально же взяли. Так, специально. Специально взяли пилу ради того, чтобы пилить. Да я обычно надламываю и все. Что-то у нас, короче, наклевывается на фидера. Поймали, сколько там? Несколько плотвиц, одного съедобного подлещика, одного синца, ёрш сейчас сел. И что-то какие-то странные поклевки. Дернет, отойдет, дернет, отойдет. Что-то непонятно. Ой, уже в ухи хочется очень сильно. Ремыч, устал? Ремыч, Ремыч. Эй, хватит спать-то. Собакин. А, Собакин? Ремыч. Не, все. Даже собака уморилась. Не, что-то кто-то у кого-то услышал. Кто там, что это тут ходит? Да, кто там ходит? Редиска, да? Да. Иди посмотри одним глазом, кто там ходит. Вот такой у нас охранник. Никто тут не подойдет. Никто не проскочит незамеченным, да, Крам? Ну вот, рыбку заложили слоями. Слоем в данном случае. Нам Ну на да. 5 человек-то чего? Ну да, нам чуть-чуть. Слоем картошки, морковка, лук и на костер. Ну и специи там И по вода. вкусу. Ну и вода, соответственно, да. И все, и на костер. И не мешать. И главное, да, в этом рецепте главное ничего не мешать. Все должно свариться разом. Ай, судачок жареный, красота. А там что? Все, тоже судачок. И здесь судачок. А уха где у нас? А, и уха на костре у нас стоит. Что там? Глянуть, посмотреть. Ой, красота. А, пахнет ухой-то. Ай, класс. Ждем не дождемся ухи. Судак уже пожарили. Судака. Прям аппетит такой на природе. Прям хочется кушать и кушать. Всегда хочется пить. Ага. Всегда на природе всегда хочется кушать. Да, вот девчонки у нас тут уху раскладывают. Уже разложили почти. Практически. А, это Гремычу. У нас же Гремыч, он бегает. Он у нас тоже любитель. И ухи, и жареной рыбы. Только дай. Ну, а мелкий тут уже он уплетает за обе щеки. Ты где мелкого увидел? Ну, уже да, уже далеко не мелкий. Дядя Леша там. Ладошку, среднячок, он не мелкий, он Ой, среднячок, смотрите, прям ладошку. красота. Ушица. Ай, судачок жареный. Грибов только не успели, да, сегодня пожарить? Да, мы не стали, мои ребята. А, точнее, да, девчонки. На завтра решили оставить. Ну все. Подходит к концу наш второй день. Прям фонариком в камеру попал. Да? Да. Наверное.
Дорогие мои Так что приятного всем аппетиту. Классно у нас денек прошел, да? Thank you very much. Да, неплохо. Обалденно. Вообще так прям. Рыбки поймали, пожарили, ушицы наварили. Так что все. Хорошо, посоли. Второй день закончен, можно сказать. Всем спокойной ночи, приятного аппетита. Всем спасибо, все Да, свободны. всем спасибо, все свободны. Ждем продолжения.